Try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша и мой цветочный балкон. Наверняка многие из вас уже видели блуждающую эстафету по орхидейным каналам, которая называется «3 самые дорогие твоему сердцу орхидеи из твоей коллекции». Как вы уже поняли, эта эстафета добралась и до меня. Передал мне ее канал «Орхидеи цветут», и я сегодня с радостью поделюсь с вами самыми дорогими сортами из моей коллекции. Единственное, что для меня было очень сложно определиться и остановиться только на 3 сортах, поэтому я сегодня покажу вам 6 самых дорогих орхидей моему сердцу. Ну что ж, давайте приступим. Орхидейки, которые я сегодня буду вам показывать, не все цветут, но я обязательно буду прикреплять либо фотографии, либо архивное видео и демонстрировать вам их цветение. Но начать я хочу именно с цветущих экземпляров. И перед вами белоснежный крупноцветковый пилорчик. Очень, я даже затрудняюсь сказать вам, как долго я хотела иметь в коллекции именно такой пилор с крупными цветочками, вот с такими волнистыми боковыми петалиями. Размах цветка при раскрытом цветочке 8 сантиметров. И из-за того, что пилорчик крупноцветковый, даже небольшое количество бутонов дают приличную гроздочку цветочков. Но он не... У меня такое ощущение, что он не умеет цвести не пышно. Появилась она у меня в коллекции в начале осени 2020 года, то есть она совсем недавно в моей коллекции. И с тех пор она цветет постоянно. Когда девочка мне... Я покупала ее из частной коллекции. Девочка мне положила, я ее попросила отрезать цветоносы, но положить в коробочку. Так она и сделала. Отрезала она по моей просьбе до живых почек. И вот с тех пор вы видите сейчас вот это 2 цветоноса. Это те еще покупные, с которыми и она покупала эту орхидейку, и ко мне они приехали. И с тех пор она постоянно цветет с этих 2 цветоносов. Она зимой у меня процвела вот с этого цветоноса. Она пробудила, да, вот эту почечку. Я сейчас просто еще вспоминаю параллельно. И кажется, да, и кажется, вот с этого она цвела. Цветение закончилось. Я опять же отрезала до живых почек, потому что даже на боковых, то есть вы же видите, да, что вот это боковой цветонос, я его отрезала до живых почек, потому что даже с боковых цветоносов орхидейки процветают дальше. Это наглядный пример этому. Вот как раз вот этот цветонос весенний, с которого она сейчас цветет. Летом, весной она пробудила почечку. Здесь 4 бутона. И опять же на боковом цветоносике сейчас пробуждается цветонос, но очень интересный. Он как рогаточка. Сначала шел вот такой двойной, а потом разветвился на 2 веточки. И уже скоро год, осенью, у нас месяц остался до осени, и осенью будет уже год, как она цветет у меня, не прекращая. Вот мою эстафету начинает вот именно эта красавица, которая очень дорога моему сердцу. Хоть она и не так давно в моей коллекции, но она была очень желанным сортом. Следующая орхидея, вы уже наверняка узнали, это легато в мутации бабочка. Возможно, сейчас я не удивила выбором этой орхидеи,
потому что она действительно многими любима. Многие очень хотят иметь ее в коллекции. Довольно редкая и дорогая на сегодняшний день красавица. Но почему она мне любима? Потому что она та орхидея, с которой началась моя любовь к этой мутации. Я очень долгое время держалась и не понимала, почему же так орхиведы любят мутацию бабочки и вообще мутации какие-либо, потому что я коллекционировала очень долгое время всевозможные гибриды, сортовики и просто голландские орхидейки. И совершенно была равнодушна к этим бабочкам. Думала, ну что ж в них такого, что все за ними так носятся и платят такие большие деньги. Но когда я увидела легато, это первое. Ну еще у меня, правда, есть одна орхидея, но я сегодня, наверное, не буду показывать ее, потому что это будет уже не 6, а 7 орхидей. Но вот именно с этих двух бабочек и началась моя любовь к мутации бабочка. Поэтому она мне дорога тем, что она разрезала вот эту мою красную ленту, и я начала коллекционировать также бабочки. Дорога она мне еще тем, что она неповторима в своем цветении. Я имею в виду в красоте цветения, потому что начинает она цвести в одной тональности, с продолжительностью цветения она меняет свои оттенки. Цветет она невероятно долго, абсолютно неприхотливая, выносливая. Несмотря на ее такую красоту, но характер у нее очень простой. Вот посмотрите, какие у нее длиннющие удочки цветоносы. У нее сейчас их 3. Вот этот цветонос — это весенний, она весной новенький мне запустила цветонос, а вот эти 2 — это один точно осенний, это вот этот, а это давнешний уже, я даже не помню, когда он был сформирован тоже, но как я вам говорю, что я не отрезаю, поэтому цветоносов у нее 3. Я иногда даже думаю, ну все, сейчас возьму и отрежу ей до живых почек ее цветения, дам ей орхидейке отдохнуть, потому что я уже даже не помню, когда бы она у меня стояла, просто розеточка без цветения, даже не помню это время. Думаю, дам отдохнуть, но рука у меня все же не поднимается отрезать эти невероятные цветочки, это цветение. В общем, это вторая орхидейка в рейтинге моей эстафеты. Следующая орхидея — это Филадельфия. У меня Филадельфия нового образца цветения. У меня есть на канале ролик, где я показываю свою Филадельфию, все о ней рассказываю. Ролик посвящен только этому сорту. Сейчас я так долго, конечно же, не буду на ней останавливаться. Ссылочку я прикреплю в описании. Кому интересно, посмотрите. Там я рассказываю и в чем разница между старым и новым цветением. Разница есть, она небольшая. У меня, как я уже сказала, орхидея нового образца цветения. Цветет она у меня всегда потрясающе, большими такими, знаете, облачками нежных вот таких вот цветочков. Я ее в том видео, она, кстати, у меня тоже цветет как раз довольно обильно, пышно. Сейчас она у меня уже доцветает. Цветение у нее длится вот у меня с зимы, но у меня совсем недавно произошла с ней тоже грустная история. Если вы посмотрите, все же рекомендую вам посмотреть то видео, потому что
у вас будет изначальная информация, той, которую сейчас хочу вам рассказать я. Там наглядно видно просто, что у меня на орхидее было 2 детки. Вот это вот деточка и вот эта, которая уже живет отдельной личной жизнью. Но в один день, поливая, я еще не планировала их отделять, потому что они обе у меня готовились к цветению на тот момент. И я понимала, что если я отделю деток от мамы, хотя они уже готовы были, поскольку у нее были хорошо и у одной, и у второй развиты корешочки, но я понимала, если я их отделю и посажу в отдельный горшочек, то они могут не процвести, а мне хотелось увидеть вот это шикарное цветение как мамы, потому что на тот момент мама у меня гнала вот этот весенний цветонос. И на одной детке было 2 цветоноса, и у этой деточки тоже 2 цветоноса. И я думаю, ну будет потрясающее зрелище, я обязательно тоже покажу на канале, как это будет выглядеть. Но в один день я, значит, вечером поливаю орхидею, утром я выхожу, а у меня на листьях мамы огромные пятна, мокрые, и при надавливании эти пятна разрастались на живую ткань. Я, конечно же, испугалась, поскольку, как вы уже поняли, это одна из самых дорогих моему сердцу орхидей. Я начала, конечно, читать, прочла, что это, возможно, либо бактериальная инфекция какая-то, как она может происходить, когда жарко, плохая вентиляция, например, и жарко. Но я знаю, что у меня нет таких условий, и искала информацию дальше и дочиталась, что это как бы есть такое понятие, орхидейка опилась, то есть она перепила водичку, и произошло вот такой переизбыток в тканях жидкости, и вот такая была на листьях реакция. Мне все равно пришлось удалить эти листики, сейчас я вам покажу кустик мамы. В том видео видно, что кустик совершенно был у меня другой. У меня было здесь еще 2 листа. Мне их пришлось убрать до живой ткани, а до живой ткани я убрала практически это полностью листья. Я боялась все равно рисковать, оставлять эти листья поврежденные. И я их совершенно убрала. И у меня сейчас вот такая однобокая мамочка. С деточками что получилось? Вот эта детка тоже, так как листики у детки были не такие большие, как у мамы, эти пятна очень быстро разрослись, и мне пришлось сделать пенек. Но при этом я оставила ей цветоносы. Цветоносы у меня цвели. Я их убрала только сегодня, потому что они доцвели. И в моих планах было отрезать корни этой детки после того, когда я срежу цветоносы, посадить в горшочек и попробовать посмотреть, получится ли вырастить детку вот у этой детки. У меня в практике такое впервые. Не знаю, чем мой эксперимент закончится. Тоже обязательно с вами поделюсь, если будут какие-то результаты. А вот с этой деткой что получилось, сейчас я тоже вам ее покажу поближе. На тот момент, когда эта ситуация происходила, у нее сначала не было мокнущих пятен, потом они появились все же, и мне пришлось тоже убрать один листик у нее, вот этот сбоку. Этот лист я, видите, отрезала до живой ткани, притрусила все эти срезы корицей. И на тот момент она у меня была с бутонами, которые уже налились, готовы были раскрыться.
Я думала, что она стрессанет, потому что я мало того, что отделила ее от мамы, адаптировала ее пришлось как бы посадить, да, у нее пошел период адаптации к новому субстрату, потому что для нее она висела в воздухе, корешки не были знакомы еще ни с каким видом субстрата, плюс у нее была вот эта вот ситуация, да, не знаю, то ли это бактериальная, то ли перелив. Я все же не ручаюсь давать такие четкие диагнозы. И я думала, что она у меня не раскроется. Но что вы думаете? Вот вы видите, насколько красивенькие цветочки она мне распустила. Они немножко меньше размером, чем у мамы. И это естественно, потому что она еще маленькая. Цветочки достигают с возрастом свойственному, допустим, сорту, размер достигает чуть позже. Вот такая у меня ситуация. Но я вижу, что листик у меня растет новенький. Вот не знаю, получится ли вам показать, но вот это вот растущий новый лист, чему я очень рада. Ситуацию я стабилизировала, и это 3-я орхидейка в моем рейтинге. Следующая орхидейка, которая очень дорога моему сердцу, это сорт называется Майя, он же Канари. Но перед вами сейчас обычной формы цветочек. Это я для наглядности вам хочу показать, но дорога моему сердцу, очень любима. Именно в мутации бабочки этот сорт. У меня просто есть их 2, и обычная, и бабочка, но с бабочкой у меня в конце зимы этого года приключилась тоже печальная история. У меня на сегодняшний день пень от нее. Цветение я вам прикреплю, покажу. Это невероятная у меня была красотка. Потерять ее — это большая грусть для цветовода, орхолюбителя, правда, потому что, да, она действительно редкая, действительно очень дорогая, и она невероятно красивая. Вот насколько может быть прост сорт в обычном цветении, видите, и насколько он может быть красив в мутации бабочка. У меня произошла гниль на шейке, образовалась у моего экземпляра. Экземпляр у меня был уже очень взрослой орхидейки, ей уже было более 6 лет, наверное, так точно. Вот, но такое случается, потому что растение — это все же живой организм, и, к сожалению, происходят и заболевания у растений. Но, к моему великому счастью, когда я сделала пенек, мне удалось оставить все же 1 листик. Он у меня вот в таком состоянии уже довольно давно. Я очень хочу, чтобы он сохранился подольше, чтобы процессы фотосинтеза все здесь происходили и давали дополнительно развиваться этой деточке, которая у меня, слава богу, появилась на этом пенечке. Вы видите, это за эту весну уже она у меня такая выросла. Там лезет еще 1 листик и 2 корешка. Я регулярно меняю вот этот мох, который вы видите сейчас, потому что засоленность, когда происходит засоленность мха, то корешки, которые появляются, сейчас я вам покажу корешочки. Вот корешок 1, и вот здесь вот у меня еще появился 1 корешок. Вот он, видите, молоденький лезет. Вот корешки, которые появляются, наверняка вы тоже с таким сталкивались, когда они закукливаются, когда касаются субстрата. Это происходить может по причине засоленности грунта, поэтому, когда вот
Я трепетно ращу, особенно такие дорогие моему сердцу сорта, с которыми случилась вот такая вот ситуация. Я регулярно меняю этот верхний слой. Если у вас будет, допустим, кора, предположим, да, ну, мульчи, допустим, никакой не будет, а будет только кора, то кору, верхний слой коры тоже меняйте на новый, чтобы корешки не закукливались. Ну, вот Майя, что о ней сказать? Она красива, как, конечно же, и в обычной форме, но, как я уже сказала, она потрясающая именно в форме мутации. Часто я слышу о том, что у многих этот сорт все же вредный, все же пропадает, и остаются пенечки, и то корневой нету. В общем, непростой сорт. Не могу сказать о ней, что эта красотка имеет легкий характер. Именно с ней нужен глаз да глаз в уходе, в содержании. Вот такая ситуация у меня на сегодняшний день с очередной любимой орхидейкой моему сердцу. Следующая орхидейка в моем рейтинге вот такой огромный вертолет. И этот сорт называется Феррара. Она у меня на сегодняшний день не цветет. Совсем недавно я отрезала ей цветение, хотя там было 3 или 4 еще цветочка, которые могли бы цвести еще и радовать меня, но я решила все же дать ей силы восстановиться к зимнему цветению, потому что она у меня с момента покупки цветет постоянно. Причем цветет именно вот с этих покупных цветоносов. За все время, что она у меня, но она у меня 1,5 года. За это время она у меня цветет постоянно именно с боковых ответвлений, причем с боковых ответвлений. Просто сейчас я это уже все поотрезала, сейчас уже не видно. Цветунья еще та, но у нее такая, видите, довольно габаритная, огромная розетка. Листики у нее сейчас, видите, светлые такие, потому что это пересвет у меня она еще в таком месте стоит, что солнышко, она у меня на восточной стороне балкона стоит, и солнышко постоянно на нее светит, и светлые листья у орхидеи свидетельствуют о пересвете, излишнем освещении. И сейчас, когда я ей отрезала цветение, я ее убрала в более темное место. Да, листики, кстати, у орхидей, где много света, тоже могут расти не очень большие. Причин небольших листиков может быть еще быть отсутствие корневой системы, но корни у нее огромнейшие, я не буду поднимать. Они в 20-м горшке. Горшок даже тяжелый настолько, что даже я его не подниму. А вот короткие листья говорят еще тоже об избытке света, а вот о недостатке света говорят удлиненные узкие листья, потому что листочки начинают вытягиваться и удлиняться, чтобы получать больше света для своих процессов, которые происходят у растения. Цветение, конечно же, я вам прикреплю, это будет видеоролик небольшой, поскольку у меня, к счастью, есть в архиве это невероятной красоты орхидея. Я ее во время цветения очень много и снимала, и фотографировала. В общем, очень люблю я эту орхидею. Она очень красивая. И это очередная орхидейка, которая очень дорога моему сердцу. Друзья, ну что ж, сегодняшний рейтинг в моей эстафете будет завершать вот это вот очаровательная, радужная и неоновая красотка. Это Леодора в мутации бабочка.
в одном из последних общих обзоров я ее показывала, останавливалась на ней, рассказывала о неких особенностях в ее содержании. Если в двух словах, то этот сорт я купила материнское растение, вот это вот, и была прикорневая детка, которая на тот момент не цвела, цвела только мама, и цвела она бабочкой. Когда пришло время пересаживать, я разделила кустик, отделила прикорневую детку, но посадила их в один горшок, в групповую посадку, для того, чтобы цветение было более пышным. Деточка у меня процвела зимой и процвела без мутации. Сейчас вы видите вот этот цветоносик, это именно деточки, на нем один бутончик, он уже наливается, и совсем скоро я увижу ее цветение. У меня есть надежда, что она опомнится и вспомнит, что все же она была рождена у мамы, у которой есть стойкая, четкая, закрепленная мутация. И такое тоже бывает, поэтому я обязательно поделюсь с вами, покажу, как она у меня процвела. Ну что ж, друзья, у меня сегодня было топ-6 самых любимых сортов в моей коллекции, которые очень дороги моему сердцу, но за кадром осталось около 5 орхидей, которых я обошла вниманием, и мне очень жалко, что так случилось, потому что они не менее дороги моему сердцу, но, к сожалению, это время не резиновое, я и так переборщила с количеством своих сортов любимых, но все же я бы, наверное, сделала топ-10, поскольку когда ты давно занимаешься орхидеями, когда твоя коллекция очень большая, 3 орхидеи, ну это уж слишком мало, чтобы говорить, что они самые любимые в твоей коллекции. Ну что ж, друзья, вот такой топчик самых любимых моему сердцу орхидей подошел к концу. Спасибо за идею, очень интересный формат получился. Благодарна, что дали мне возможность поучаствовать в нем. В свою очередь, я хочу передать эту эстафету Татьяне Макаровой. У нее есть канал Тата Орхидс называется, тоже с радостью и с удовольствием смотрю ее канал. Я буду благодарна, если она примет эту эстафету. Делитесь своими впечатлениями. Я жду вас в комментариях. До скорых встреч, друзья, и пока.
try to fly.